explaining the very small but very meaningful differences in terms of skin color and light, and but mainly about the differences in the darkness of the skin. Язык львов очень богат разными оттенками, которые передают очень такие незначительные отличия в цвете кожи. И у них очень много слов, которые каждый оттенок называют по-своему. But on the other side is a language that doesn't have any more words for the main colors, like for red, green, yellow, blue. А с другой стороны, у него нет обозначения основных цветов: красного, синего, желтого. Оттенки, да, сильнее, а вот самих цветов нет. So when I was there and I chanced upon to find out this thing, I was very interested how the language resisted and kept its own words about things which are very, very small, but yet very important in their social system. И вот, когда я был там, меня очень интересовало, как этот язык сумел сохранить в себе вот это обозначение очень небольших различий, совсем небольших различий, но которые очень важны именно в их социальной структуре. Because for a long time, and even up to today, the darker you are, somehow lower you start in the hierarchy of the society. Почему-то с древнейших времен до сегодняшнего дня, чем ты был темнее, чем темнее была твоя кожа, тем более низкое положение в обществе ты занимал. And on the other side has lost because of French being the colonizing language. Now they use the French words for red and green and for the primary colors. Ну а поскольку язык колонизаторов был, конечно, французский, то теперь для обозначения основных цветов они используют французские слова. What was crucial for me in this film, it was not just the making of the film, but the work, the most important part of the work was the translation of the film into other languages. Самое трудное, с чем мне пришлось столкнуться в работе над этим фильмом, было не сами съемки, а то, как потом переводить вот все эти нюансы на другие языки. Because, and in that sense, I have a translation in UK English and a translation for American English. Таким образом, мне пришлось даже делать переводы для англоязычного языка, так скажем, и для американского варианта английского языка. Because it's interesting how languages like French or UK, like British, having a history of colonization, they have been in a different relation to the history of the difference of the skin color, which is very different from the way how American English deals with the translation. Потому что французский язык и английский язык, у них очень богатая традиция вот, передачи этих оттенков кожи, поскольку они были колониальными державами, для них это имело большое значение, в то время как для американского английского это уже совсем другая история, и там к этому подходит совсем иначе. So, for example, if the translation of tobacco in British is whitey, поэтому если перевести его слово на английский язык как белый и не напоминательно whitey, the American version is the Great White Hope. То американский вариант будет звучать как большая белая надежда. Which in a way takes a lot from the American history and their history to black people, and it's like it starts from an anecdote of the very first black boxer who became the world champion. Потому что это уходит корнями уже непосредственно в американскую историю, идет довольно далеко к первым афроамериканским боксерам, которые стали чемпионами. Which back then in the beginning of the last century, it caused a huge scandal, and there was the whole white establishment really started the whole enterprise of finding a white boxer who would be able to get the title back. И в конце прошлого столетия, когда темные чернокожие боксеры утвердились в звании чемпионов, возникло некое даже движение, люди объединялись в поисках, наконец, большой белой надежды, то есть белого боксера, который докажет свое превосходство. An enterprise which failed. Это предприятие провалилось. That's why now in American English, the Great White Hope means an enterprise that at the same time
carries the failure in it. Поэтому в американском языке осталось понятие «большая белая надежда» как некое предприятие, которое обречено на провал. While in the case of British, Whitey is much more directly related to the history with Africa. It's related to the fact that for a very long time it meant the stronger one, but now because of the emancipation, the developments in the last century, the second part of the last century in Africa, it carries a lot of irony, especially when used by the black people and so on. Для африканского же народа вот слово «вайти» — это не совсем адекватный перевод «белый», это несколько иначе звучит, но примерно естественно, как бы изображает белого человека, то поначалу это было для них, обозначало нечто сильное, восходящее, а после, так сказать, начала борьбы за освобождение во второй половине прошлого века, это слово приобрело несколько такой покровительственный, ироничный оттенок, особенно, естественно, для ширококожего населения. I'll show you another film called Answer Me. Сейчас я покажу вам другой отрывок из другого фильма, который называется «Ответь мне». Which I shot a few years ago in Berlin. Я снимал его несколько лет назад в Берлине. In a building which was part of the CIA echelon program. В здании, которое было предназначено для программы ЦРУ, для прослушивания. Which was based in different countries in the West, including this station in West Berlin. Эти станции слежения располагались в разных странах западных, в том числе одна из них находилась в Берлине. And was there to intercept the communications between the Soviet Union and the Eastern Bloc. Естественно, была предназначена для перехвата сообщений между Советским Союзом и странами Восточного Блока. In this case in Berlin is very known, and after the 90s it was squatted because it lost the military importance. Это здание очень известно в Берлине. После известных событий его просто заселили самовольно, поскольку он потерял свое военное значение. It was always called Teufelsberg, which means the mountain of devil. Devil. И оно называлось гора дьявола. Оно такое крупное, поэтому его так назвали. Just like this, because this is not in the film, and does not have to be known in order to have a relation as an audience with the film. But I think it's an interesting footnote, is that you see it's on the top of a small mountain, and Berlin is a very flat area, so everything which is a bit higher is artificial and made from the rubble of the Second World War. Это очень не имеет отношения к фильму, потому что вы увидите, просто мне показалось, что это достаточно интересная ремарка, поскольку здание, как вы увидите, находится на такой небольшой горе, а, как известно, сам Берлин располагается в долине, поэтому все, что чуть-чуть выше, это все сделано из обломков, оставшихся после Второй мировой войны. And this mountain was created there in order to cover a building from Speer, the Nazi architect. И вот это было, вот это вот холм, гора была сделана из обломков того, что когда-то называлось архитектура Шпеера, то есть нацистская архитектура, которая была застроена в Берлине, естественно, до 1945 года. So quickly back to the film. The film, there is a dialogue between a man and a woman, a couple. Мы теперь вернемся к самому фильму. В нем мы увидим диалог между парами, мужчиной и женщиной. Which is based on a dialogue of Antonioni, Michelangelo Antonioni. Он основан на сценарии, на диалоге, написанном Микеланджело Антониони. Where he wrote this very small dialogue about the splitting of a couple, where he was interested in the negative, in silence as a space of negativeness. Он написал этот короткий диалог о расставании этой пары, и его больше всего интересовал не сам разговор, а те паузы, то молчание, которое он называл как бы негативной частью диалога. Actually,
Сейчас мы